Приветствую всех любителей часов на своем канале. Наверняка у вас от бабушки или от мамы остались женские винтажные часы. Вы копались в каком-нибудь старом сундуке или коробке, и вот в руках вы держите такие вот женские часики, и у вас в голове возникает мысль, а можно ли их продать и за какую цену их можно выставить. Давайте поговорим на эту тему. Итак, все мы знаем, что винтажные мужские часы сейчас, в принципе, продаются. Рынок этот живой. Есть много коллекционеров, которые покупают или продают такие часы. Есть люди, которые гоняются за определенными моделями. Этот рынок легитимный, живой. Там действительно есть свои цены в зависимости от состояния. И, в принципе, имея какие-то мужские часы, вы точно сможете их рано или поздно продать по, в принципе, нормальной цене. Но что вот делать с женскими винтажными часами? Есть два варианта, что у вас купят такие часы. Первый вариант – это так называемые золотодобытчики, золотоискатели. Если у вас есть часы с позолотой, а также имеется штамп, говорящий о том, что у вас сколько-то микрон золота в этой позолоте имеется, то с вами свяжется золотоискатель и предложит вам за эти часы, например, 200 рублей. Вряд ли больше. Вы начнете говорить, что вы, какие 200 рублей, это же часы моей бабушки. У меня бабушка была такая вся хорошая, это память о ней. Вы, может, расскажете, что это же часы «Чайка», которые были названы в честь полета в 1963 году Валентины Терешковой, у которой был позывной «Чайка», и в ее честь Угличский часовой завод назвал эти часы. Но все вот это вот золотоискателю будет вообще даром, будет по барабану, потому что ему главное содрать эту позолоту, а остальное все он просто выкинет. И какой же у нас есть второй вариант? Второй вариант, возможно, с вами свяжется часовой мастер, которому нужны запчасти для каких-то определенных часов. К примеру, ему какая-нибудь бабушка принесла часы, он их ремонтирует, ему нужны запчасти, и он к вам обратится для того, чтобы эти часы снять с них какую-то запчасть, использовать их как донор. Но тут тоже я хочу вам кое-что сказать. Скорее всего, любой часовщик, любой часовой мастер уже лет 5-6 назад сходил на блошиный рынок и купил вот таких вот часов, мешок, килограмма там 4-5. И ему этих запчастей хватит на всю оставшуюся жизнь. Так что вариант этот, только если, скорее всего, если у вас какие-нибудь редкие часы уж, правда. Но на самом деле в те времена выпускали подобные часы миллионными тиражами, так что о том, что они у вас будут редкие, это довольно-таки редко. Вот. А вообще, часики, конечно, интересные, но, к сожалению, женщины сами не увлекаются часами в основном. Это уж какие-то единичные случаи. То есть женщин-коллекционеров как таковых не существует. Может, какие-то единицы есть, и вряд ли вы попадетесь на такого человека. Так что продать их будет очень сложно по какой-либо вменяемой цене. Либо это будет часовщик, что весьма маловероятно. И либо, скорее всего, если это часы с позолотой, с вами свяжется золотоискатель. Итак, что у нас тут еще есть? Давайте поговорим об этих часах. Они, в принципе, так-то имеют тоже свою историю, довольно-таки интересную. Вот, например, часы «Вымпел». Друзья, рекомендую вступить в мою группу ВКонтакте. Уютная атмосфера, интересные статьи, розыгрыши и новости часового мира. Ссылка в описании. Без секундной стрелки. Такой вот квадратик. Эти часы делал Минский часовой завод. Также Минский часовой завод в свое время делал вот такие вот часы «Заря». Они даже на ходу. 17 камней. Но вот эти, конечно, сделаны в России, но, в принципе, в СССР такие же делали. Сзади имеется номер. Последнее какое интересное крепление для ремешка. Такое маленькое. Видимо, для совсем маленького ремешка. Хочу показать вам очень интересные часы. Луч.
где-то примерно конец 70-х, экспортный вариант. Видим надписи 21 камень, автоподзавод, то есть они работают от автоподзавода, что весьма редко для женских часов. И они противоударные. Сделано в СССР, написано по-английски. Луч тоже латиницей. Посмотрите, какая красивая белая стрелка. Какие метки часовые, накладные. И очень хорошо исполнен циферблат. Тут вот полоска, она все время меняет, в зависимости от цвета меняет свой цвет. Имеется дата. Вот этот рант такой с позолотой. Сзади тоже имеется номер. Гайка завинчивающаяся. В принципе, тут какая-то минимальная влагозащита и пылезащита имеется. То есть очень интересные часики. Это у нас швейцарские часы. Давайте посмотрим их поближе. Вот это часы Эльдорф. Без секундной стрелки. Красивая часовая минутная стрелка. Арабские цифры. Железная дорога по краю идет. Вот такой вот корпус. Это, ребята, времена Второй мировой. Это очень старые часы. Очень редкие. Но, скорее всего, никому не нужные. Эта моделька называется у нас, этот бренд называется Медана. Очень маленький циферблат. Swiss Made внизу надпись. Тоже железная дорога. И здесь уже корпус, посмотрите, как интересно украшен. Очень красиво. Такой вот квадратик. Давайте сразу же посмотрим размеры ради интереса. Толщина 6,5 мм. Так, для сравнения у нас чайку посмотрим. Здесь 8 мм толщина. Так, заря. Тоже 8 мм. Вымпел. Ну, 8,5 даже. Но вот с автоподзаводом, наверное, будут толстенькие. Так. 12 миллиметров. Ну и диаметр сейчас скажу. Диаметр получается 27 миллиметров. 27 миллиметров. Да, часики женские. Диаметр 27 миллиметров. Ну вот, такие вот итоги можно сейчас подвести. Продать будет очень сложно эти часы. Что с ними делать? Ну, можно их оставить, смотреть на них. Можно, если вы увлекаетесь любительским каким-то часовым ремонтом, можно потренироваться на них делать репассаж. Вот. И оставить эту коллекцию. Может, какой-нибудь музей старинных вещей у себя создать дома или там в загородном доме. И показывать его своим гостям. А так, в продаже они, конечно, продажи у вас особо не получится. За более-менее вменяемые деньги не получится. Итак, спасибо за внимание. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра.